Здравствуйте, товарищи! С вами вновь Старый Стратеговод. Как я заметил, идея о причинах непопулярности стратегии пришлась по душе. И поэтому я представляю на ваше обозрение вторую часть этого цикла. Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил деньги. В погоне за выручкой крупные издатели и разработчики приобретают коллективы, которые создали успешные игры. Это характерно не только для жанра стратегии, но и для прочих видов игр. Такие компании, как Ubisoft, EA и так далее, интересуют только деньги. Они загоняют коллективы разработчиков в жесткие рамки, связанные с временем или каким-либо другим каким-то обязательным элементом. По мнению таких компаний, как правило, достаточно большой бюджет, известные разработчики и какая-нибудь известная игра. Ограничивая, создавая заслонки, теряется не только особенности некоторых стратегий, но и качество, а постоянная оглядка на время еще более усугубляет ситуацию. Лишение свободы творчества также ведет к проблемам. В итоге мы получаем, что такие известные серии стратегий, как Герой Меча и Магии, Command и Conquer, загибаются или замораживаются до лучших времен. Смена коллектива разработчиков в 90% случаев ведет к потере самой сути той или иной стратегии, но бывают и исключения, редкие, к сожалению. К примеру, хороший пример Spellforce 3. Жанр стратегии подразумевает несколько этапов игры. Как правило, эти элементы неспешны и не динамичны. В условиях современного спроса на игровом рынке сейчас все идет к упрощению и к увеличению числа экшена. Многие стратегии в принципе не про это. К тому же одной из важных составляющих любой успешной стратегии – это хорошо написанный сюжет кампании в условиях однопользовательского режима. Редко, когда упор делается в первую очередь для мультиплеера. Dawn of War 3 плохой пример, StarCraft 2 отличный. Да и то у последней стратегии имеется прекрасно сделанный сюжет с несколькими кампаниями. Его создание – это затрата большого числа времени и средств, поэтому легче создать простенький сюжет и упороться в мультиплеер. Но в условиях стратегии это не прокатывает, за редким исключением. Ввиду того, что спрос и предложение идут другим боком, то на то и выходит, что легче сделать какой-нибудь Overwatch. Победа? Победу ты сказал? Магистр Оби-Ван, это не победа. Сетями темной стороны наш мир окутан. Война клоническая началась. На заре своего появления жанр стратегии, как и многие другие игры, работал в два потока. Первый – создание оригинальной игры, второй – копирование успешных проектов с заменой декораций, сюжета или мелких деталей. Изготавливать такие копии, как правило, не составляет труда, а деньги, которые они приносят, довольно немалые. В свое время копировали игры серии Dune и Warcraft. Сейчас же, когда стратегии по описанным выше причинам выпускаются значительно меньше количества, копировать невыгодно по нескольким причинам. Это удорожание самого процесса разработки игр и тем более стратегий. Это уменьшение интереса к этому игровому жанру. Это распространение и развитие интернета, вследствие чего найти конкретную игру на торренте легче легкого, а не то, как было раньше, покупая в магазине диски с имеющимися играми на данный момент. И, конечно, пресловутое пиратство, которое никуда не делось. Это еще далеко не все причины. Ждите новых роликов подобного плана. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до свидания, товарищи!